Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкуснейшего блюда из тыквы нам понадобится 300 грамм тыквы. Ее необходимо очистить. Теперь тыкву натираем на крупной терке. Когда хочу порадовать своих близких вкусным блюдом из тыквы, то готовлю вместо надоевшей каши из тыквы простой быстрый рецепт из простых и доступных продуктов, то обязательно готовлю это простое и вкусное блюдо за считанные минуты на сковороде. Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то этот рецепт из тыквы просто бесподобен. Просто натрите тыкву и добавьте яйца. Быстрый завтрак на сковороде. Так вкусно, что я готовлю всю осень и зиму. Теперь в миску вбиваем 3 куриных яйца. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Количество сахара можно регулировать на свой вкус. Для аромата добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара и добавляем щепотку соли. Хорошенько перемешиваем. Вливаем 150 мл молока. Две столовые ложки растительного рафинированного масла. Снова перемешиваем. Добавляю 5 столовых ложек овсяных хлопьев, предварительно перебив их в блендере в мелкую крошку. Добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваю. Теперь добавляем тыкву. Также по желанию можно добавить половину чайной ложки корицы. Она прекрасно сочетается с тыквой, и аромат получится просто невероятный. Хорошенько перемешиваем. Отставляем тесто в сторону. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла и добавляем 10 грамм сливочного масла. Хорошенько прогреваем сковороду. Теперь в сковороду отправляем половину теста.
равномерно распределяем, убавляем огонь до чуть ниже умеренного, накрываем крышкой и жарим 5-7 минут до золотистости. Затем тыквенный блин накрываем тарелочкой, переворачиваем в сковороду и возвращаем непрожаренной стороной на сковороду. Накрываем крышкой и жарим еще 5-7 минут до готовности. Убираем блин со сковороды. В сковороду добавляем еще 10 грамм сливочного масла. Выкладываем вторую половину теста. И снова жарим 5-7 минут под крышкой. При помощи тарелки переворачиваем тыквенный пирог. Возвращаем непрожаренной стороной вниз и жарим до готовности еще 5-7 минут. Перекладываем тыквенные блины в блюдо для подачи и подаем к столу. Можно подавать с медом, со сметанкой. Блюдо получается невероятно вкусным, нежным и ароматным. Пирог, который тает во рту. Отличный рецепт из тыквы на сковороде. Можно подавать как на завтрак, обед, ужин, так и на перекус. Они такие вкусные, что я готовлю их 2 раза в неделю, а хочу есть их каждый день. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, это идеальный рецепт для вас. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Завтрак за 10 минут из простых и доступных продуктов. Вам не потребуется много времени и каких-либо дополнительных кулинарных способностей. Если вы не знали, как приготовить тыкву легко и просто, это прекрасный рецепт. Если хочу приготовить быстрый завтрак, беру и готовлю тыквенные блинчики на скорую руку. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится тыква. Тыкву разрезаем. Отделяем семечки. Семечки выбрасывать не надо, их можно подсушить и съесть. Удаляем ненужную мякоть. Тыкву очищаем. И натираем на мелкой терке. Нам понадобится 150 грамм тыквы. Просто натрите тыкву и добавьте 2 яйца. Пирог, который тает во рту. Отличный рецепт из тыквы. Можно подавать как на завтрак, обед, ужин, так и на перекус. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, этот рецепт просто находка. Завтрак за 10 минут из простых и доступных продуктов. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Тыкву отправляем в миску. Теперь на мелкой терке натираем 100 грамм сыра. У меня со сливочным вкусом. Немного сыра оставляем на посыпку. Добавляем сыр к тыкве. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Отправляем в миску. Добавляем треть чайной ложки соли.
и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем пол чайной ложки сухого гранулированного чеснока и пол чайной ложки куркумы. Хорошенько перемешиваем. Теперь вбиваем 2 куриных яйца. И вливаем 30 мл растительного рафинированного масла. Снова перемешиваем. В отдельную миску просеиваем 150 грамм муки. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, перемешиваем. И в несколько этапов добавляем муку к тыкве, перемешиваем и смотрим по консистенции. В зависимости от сочности тыквы и размера яиц муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Вот такое тягучее тесто должно получиться. У меня вошло 130 грамм муки. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Перекладываем подготовленное тесто. Теперь пирог посыпаем отложенным сырочком. И 1 столовой ложкой кунжута. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Даем тыквенному пирогу немного остыть и подаем к столу. Если вы не знали, как приготовить тыкву легко и просто, это прекрасный рецепт. Когда хочу порадовать своих близких вкусным блюдом из тыквы, то готовлю вместо надоевшей каши из тыквы простой быстрый рецепт из простых и доступных продуктов. Быстрый завтрак очень часто готовлю осенью и зимой. Пирог из тыквы за считанные минуты. Для приготовления этого вкусного блюда из тыквы нам понадобится курага 5 штук. Курагу нарезаем некрупным кубиком. Отправляем курагу в чашку. Добавляем 1 столовую ложку изюма, заливаем 100 мл кипятка и оставляем на 5 минут. Теперь тыкву очищаем и удаляем семена. Просто натрите тыкву и добавьте 2 яйца. Никто не верит, что я готовлю ее так просто. Просто перемешайте манку с тыквой и добавьте доступные продукты. Невероятно вкусный завтрак за 5 минут из простых и доступных продуктов для всей семьи на каждый день. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, это идеальный рецепт. Так вкусно, что я готовлю всю зиму. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Дешево и полезно. Блюдо из тыквы, которое тает во рту. Когда хочу приготовить быстрый завтрак, беру и готовлю тыквенные блинчики на скорую руку. Если хочу порадовать своих близких вкусным блюдом из тыквы, то готовлю вместо надоевшей каши из тыквы
Простой, быстрый рецепт – это простое вкусное блюдо за считанные минуты на сковороде. Этот рецепт из тыквы просто бесподобен. Теперь тыкву натираем на мелкой терке. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И делитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить тыкву вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Отправляем тыкву в миску. Добавляем 3 столовые ложки манки. Перемешиваем. Оставляем на 5-7 минут, чтобы манка набухла, а тем временем займемся остальными ингредиентами блюда. В миску вбиваем 2 куриных яйца, добавляем щепотку соли для баланса вкуса, 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Перетираем яйца с сахаром до растворения сахара. Процесс занимает буквально 1,5-2 минуты. Проверяем пальчиком. Добавляем половину чайной ложки корицы, перемешиваем. Теперь к яичкам добавляем 140 грамм сырковой массы, у меня с ванильным вкусом. Перемешиваем до однородности. Добавляем к яйцам тыкву. Хорошенько перемешиваем. Теперь добавляем 3 столовые ложки муки. Смешиваем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто без комочков. Вот такое тесто получается. Теперь сухофрукты откидываем на сито, даем стечь в воде и добавляем в тесто. Перемешиваем. Сковороду диаметром 28 см смазываем 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла. Переливаем тесто.
Равномерно распределяем, убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и жарим 5-7 минут до золотистости нижней стороны блина и матовой поверхности верхней стороны блина. Накрываем тыквенный пирог тарелкой, переворачиваем сковороду, блин остается на тарелке. Смазываем сковороду еще одной столовой ложкой растительного рафинированного масла и опускаем тыквенный пирог непрожаренной стороной вниз. Накрываем крышкой и также на медленном огне жарим еще 5-7 минут до золотистости нижней стороны блина. Снова накрываем блин тарелкой, переворачиваем сковороду и по желанию снова накрываем тарелкой, переворачиваем и подаем пирог к столу. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Я подаю к столу со сметаной и домашним яблочным пюре. Вот такой тыквенный пирог-блин на сковороде получается. Потрясающий десерт из тыквы за минуты. Отличная идея на завтрак, на обед или ужин. Просто перемешайте манку с тыквой. Очень вкусное сочное блюдо из тыквы. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, это идеальный рецепт. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Отличный рецепт из тыквы на сковороде. Пирог, который тает во рту. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.